Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать на канале Гараж24. Наверное, многие автомобилисты сталкивались с такой проблемой, когда после запуска своего автомобиля, после некоторого времени, прокатившись на своем автомобиле, могут заметить что-то неладное. А именно, после запуска автомобиля и через некоторое время своего путешествия, многие из вас могли бы заметить вот такую вот картину. На работающем двигателе куда-то пропадает зарядка. Ну и конечно же, всех автомобилистов такая проблема пугает. Ну и наверное, самое первое, что сделал бы каждый автомобилист, это, конечно же, остановился на обочине, для того, чтобы проверить, все ли с автомобилем в порядке. Ну и первое, на что бы хотелось грешить в этом случае, это, конечно же, работа генератора и аккумулятора. Открываем капот для того, чтобы проверить, что же стряслось. Я думаю, в этом случае 90% автомобилистов проверили бы изначально аккумулятор. Это мы и сделаем. Проверим аккумулятор, а после этого всего, конечно же, мы обратим свое внимание на работу генератора. Все ли с ним в порядке и работает ли он. Зарядки-то нету. После таких легких манипуляций каждый автомобилист для себя делает вывод, что генератору наступил конец, и его нужно снимать и вскрывать, смотреть, что там произошло. Но здесь автомобилисты могут столкнуться с большими затратами, поскольку не у каждого автомобиля генератор снимается достаточно легко. Конкретно у этого примера, для того чтобы снять генератор, нужно разбарахолить как минимум пол автомобиля. А разбарахолить пол автомобиля – удовольствие не из дешевых. Ну и только после этих всех манипуляций, потратив кучу денег, мы получаем генератор в наших руках. Только после этого можно проверить генератор на его рабочее состояние. Когда генератор снят, уже легко можно определить, был ли он виновником той причины, по которой у нас пропала зарядка. Но если уж так случилось и у вас пропала зарядка, не торопитесь снимать свой генератор. Для начала посмотрите это видео и все поймете. Все, что вам потребуется сделать в этом случае, это открыть капот и обратить свое внимание на сам аккумулятор. Внимательно посмотрите на этикетку своего аккумулятора, и все, что вам в этом случае потребуется, найти некоторые буковки. И как мы видим, мы нашли буковки АГМ. После этого всего мы обращаем внимание, что автомобиль, у которого стоит этот аккумулятор, оснащен системой старт-стоп. В чем же все-таки преимущество АГМ аккумулятора от обычного? АГМ аккумуляторы не боятся морозов, вибраций, ударов и могут работать в любом положении. Среди недостатков высокая стоимость и чувствительность к перезаряду. Также аккумуляторы АГМ являются необслуживаемыми. Они предназначены, чтобы обеспечить мощные импульсы пусковых токов и работы электрики в течение более длительного времени. Основное отличие от обычного аккумулятора – электролит АГМ батареи находится не в свободном жидком виде. Также обратите свое внимание на минусовую клемму аккумулятора. Как мы видим, здесь расположена какая-то коробочка. Для многих из вас это будет непонятная фишка. Открыв капот у своего автомобиля и обратив свое внимание на аккумулятор, вы точно так же можете найти такую похожую коробочку. Ее правильное название – датчик EBS. Так вот, этот датчик оценивает текущее состояние аккумуляторной батареи. Он встроен, как правило, в минусовую клемму и измеряет ток заряда и разряда, напряжение, внутреннее сопротивление и температуру аккумуляторной батареи. Как многие утверждают, что это некий пиропатрон, но это никакой не пиропатрон. Итак, давайте посмотрим реальную работу такого датчика. Как мы видим, зарядка 14,2 вольта. Как только я отсоединяю фишку такого датчика EBS, смотрите, что у нас происходит. Вместо 14,2 вольта наша зарядка опускается как можно ниже. Все еще потихоньку она продолжает опускаться. С такой зарядкой, конечно же, ваш аккумулятор заряжаться не будет. Или будет заряжен, но постоянно не до конца. Давайте же все-таки посмотрим, какая должна быть полноценная зарядка для того, чтобы заряжать аккумулятор. И как мы видим, зарядка должна быть от 13,8 до 14,5 вольта. Согласно статье из интернета, самый нижний порог, при котором наш аккумулятор мог бы зарядиться, это 13,8 вольт. У нас же есть 13,6. Теперь обратно включаю эту фишку и смотрите, что у нас происходит. Напряжение потихоньку возвращается на свое нормальное место. Весь минус этого датчика EBS заключается в том, что если вы владелец автомобиля ВАГ и используете свой автомобиль достаточно на короткие поездки, при этом очень часто, однажды утром вы можете столкнуться с такой неприятной проблемой, когда на ваших клеммах вашего аккумулятора
будет очень низкое напряжение для того, чтобы полноценно запускать двигатель вашего автомобиля именно после простоя. И смотрите, с какой проблемой столкнулся я, когда эксплуатировал автомобиль на короткие поездки. Проблему с отсутствием зарядки или слабой зарядки можно легко решив, отсоединив такую клемму. Например, это касается автомобилей Kia или таких автомобилей как Hyundai. У этих автомобилей такая процедура будет работать. Все, что для этого нужно, просто отстегнуть фишку этого датчика. И тогда будет постоянно полноценная зарядка. Но у автомобиля группы VAG совершенно другая картина. Если отстегнуть такую фишку такого датчика, мы получаем обратную картину происходящего. Зарядка вместо того, чтобы расти на свое нормальное место, она просто падает до значения 13,7-13,6 вольт и не помогает даже повышение оборотов двигателя. Зарядка просто не появляется или находится на слишком низком уровне. Именно поэтому, если на автомобилях группах VAG вы захотите избавиться от этой функции, отключением такой вот маленькой небольшой фишки вы ничего не добьетесь. Зарядки у вас или не будет, или будет слишком маленькая. Как же все-таки работает эта функция и этот датчик ABS? После запуска двигателя стартер потребляет из аккумулятора некоторую часть напряжения. Первое время после запуска у нас генератор возвращает нашему аккумулятору напряжение, которое было потрачено на момент запуска. Конечно же, чтобы нашему аккумулятору вернуть ту часть напряжения, которую отнял у нас стартер, ему нужно некоторое время. Если вы часто катаетесь на своем автомобиле и часто его глушите, после этого запускаете, у вас все больше и больше напряжения высасывается из вашего аккумулятора, а генератор просто не успевает вернуть все это напряжение на аккумулятор для следующего запуска. Но если генератор возвращает потраченное напряжение нашему аккумулятору, он его поддерживает напряжением в виде 13 вольт. Для того, чтобы он не закипал, давайте посмотрим, как все это работает на реальных событиях. Смотрите, 13 вольт, сейчас аккумулятор у нас находится в заряженном состоянии. Генератор его поддерживает минимальным напряжением для того, чтобы он не закипал. Но как только я включаю большой и мощный потребитель, генератор начинает работать на полную мощность. По-правильному, этот датчик ABS продлевает жизнь нашему аккумулятору. Чтобы постоянно его не заряжать высоким напряжением, после достижения определенного заряда генератор снижает свою мощность и заряжает наш аккумулятор, поддерживает бортовую сеть низким напряжением. И если в автомобиле никакого потребителя нету, 13 вольт это отличный заряд. Как только появляется большой и мощный потребитель в виде подогрева сидений, вы видите, что происходит. Напряжение резко и быстро возрастает. И как только исчезает потребитель, напряжение приходит в норму. Именно поэтому автомобилистов VAG ждет очень большая проблема и неудача, если при попытке отключить такую клемму они хотят добиться нормальной и постоянной зарядки. Чтобы отключить такой датчик ABS, например, у автомобиля Volkswagen, нужно воспользоваться специальным диагностическим прибором, который нам в этом деле и поможет, потому что без этого прибора у нас с вами ничего не получится. Выбираем кодировка блока управления аккумулятором, и здесь нам программа предлагает оригинальный код, которым прошит наш блок. Этот код говорит о том, что этот автомобиль с завода идет с этим датчиком ABS. Другими словами, с датчиком умной клеммы. И вот вместо нашего родного кода нам потребуется ввести код отключения. Хочу обратить ваше внимание на то, что обязательным образом запишите или сфотографируйте код автомобиля, которым был прошит блок. Этот код вам в обратном порядке обязательно потребуется для того, чтобы эту клемму активировать. Ну и вот таким вот нелегким образом мы на Volkswagen делаем так, чтобы эта умная клемма не работала. По крайней мере, на зимнее время нужно, чтобы зарядка была постоянна, иначе аккумулятор разрядится.